Наши главные волнения этого лета связаны с вступительной кампанией в высшее учебное заведение. Для Миланы уже позади. Несмотря на свой талант к рисованию, успешное окончание учебного года в художественной школе, она сделала свой выбор в пользу аграрного университета и агрономического факультета. Дорогой дневник, эту боль не передать словами. Но что поделать? Это ее жизнь и это ее выбор. Кроме того, у нее теперь будет два таланта и, соответственно, больше возможностей в будущем. Кто знает, может, через несколько лет мы с вами сможем прочесть ее книгу, например, о лекарственных травах, со старинными рецептами отваров и настоев, проиллюстрированную ее авторскими рисунками. Тяпка хочет погулять в сад, но временно сад для нее под запретом. О причинах которого я смогу рассказать вам в следующем своем видео. И еще немного нужно подождать. Это будет маленький подарок для Миланы, а мы с вами сегодня отправляемся за этими самыми травами.
Это зверобой. В средние века бытовало поверье, что зверобой способен защитить от злых духов. Его подвешивали к кроваткам малюток. Считалось, что так им будут сниться хорошие сны. На свежей траве зверобоем гадали девушки на любовь. Если сок помятых стеблей выступал красный, то чувство взаимное. Зверобой брали с собой в дорогу путники, чтобы защититься от нападения диких зверей и разбойников. Я же собираю его для чая. Он обладает огромным количеством различных полезных свойств и придает чаю насыщенный аромат, вкус и цвет. Этот чай я пила в детстве. Мы собирали большие букеты зверобоя, разбавляя его золотистыми крылатыми цветками липы, душистой речной мятой и лесным чабрецом. Такой же чай я пью и сейчас. Только мяту для него я выращиваю сама. В этом году моя ментоловая мята выросла просто огромно. Я сушу все свои травы в теплице. Они высыхают очень быстро и не успевают покрыться уличной пылью и без малейших намеков на плесень, что иногда случается, когда сушишь их в тени, особенно в сырую погоду. А эта ромашка неоптичная, а садовая. Из нее не стоит заваривать чай, но ее отвар подарит волосам приятный золотистый оттенок и более длительное ощущение свежести. Достаточно просто ополоснуть их в ее отваре после мытья. Лаванда уже почти отцвела, но и такая она пригодится для аромат саши мешочков, как и ее листья и веточки. А эти молодые кустики лаванды выросли из маленьких черенков, которые я воткнула в землю в прошлом году. Всего 30 штук, и они пригодятся мне для цветника в виде лавандового сердца, которое я собираюсь организовать в следующем году. А чтобы кустики были пышными, пустить новые росточки на веточках, обязательно нужно подстричь. А из обрезанных веточек мы вырастим новые кустики. В обыкновенный грунт из сада мы добавляем обыкновенный строительный песок. Камешки можно и достать. Воткнем наши веточки, нарезанные размером примерно сантиметров по 15. Хорошенько польем, поставим на землю в теплице и будем следить за тем, чтобы горшочек не пересыхал. А на следующий год мы получим новые молоденькие саженцы для нашего лавандового сердца. Этот куст смородины выглядит уже немного печально, но я решила попробовать сделать чай из ферментированного смородинового листа, и меня ничто не остановит. Я слышала, что во время ферментации листья приобретают очень насыщенный, просто фантастический аромат, хоть и теряют полезные свойства из-за высокой температуры во время сушки. Я так часто видела публикации в различных соцсетях, что
Решила попробовать. А вдруг я что-то теряю в своей жизни? Для начала лист нужно немного провялить в тени. Не высушить, а именно провялить. Затем его нужно измучить и измельчить для того, чтобы он пустил хоть немного сока. Чтобы не сильно измучиться самой, я решила сделать это при помощи мясорубки. Но и это было не так-то просто. Мне кажется, что из свежего листа сок добыть было бы гораздо проще. Но было сказано, что важно не пропустить ни один из этапов. Измельченный лист плотно укладываем в стеклянный или эмалированный сосуд и накрываем влажной тканью. Именно под ней будет происходить процесс ферментации. И этот процесс должен занимать не менее суток. Все это время ткань должна быть влажной. После ферментации лист немного потемнел, и самое время его засушить в духовке при температуре 70 градусов Цельсия с открытой дверькой. Пахнет очень приятно. Для сравнения я засушила немного листьев обычным способом на полочке в теплице. Лист очень побледнел и, как мне кажется, совсем ничем не пахнет. Сухой ферментированный чай мне больше нравится по цвету, и он действительно гораздо ароматнее, хоть и не могу сказать, что пахнет смородиной. Но опыт будет не закончен, пока мы не заварим в него чай. Когда чай настаивался, я почувствовала удивительно легкий, фруктовый, напоминающий что-то из детства аромат. Оказалось, что это пахнет из заварничка с цельным сушеным листом. Чай из этого заварника был приятного медового оттенка и своим ароматом и вкусом напоминал компот из сухофруктов. А это чай из ферментированных листьев, запах и вкус которого напоминал очень крепкий черный чай, без каких-либо фруктовых ноток. Наливая его, мне пришлось использовать ситечко из-за очень мелких фрагментов чая. Возможно, я что-то сделала не так, и у вас получится лучший результат. Но учитывая сложность заготовки, дополнительные неудобства при разливе в чашке и потерю полезных веществ, я вряд ли когда-нибудь еще буду пытаться повторить этот опыт. И все же я рада, что сделала это, потому что теперь я знаю, каким вкусным может быть такой невзрачный и совсем не ароматный, самый обыкновенный сушеный смородиновый лист. Волшебных вам открытий и спасибо за то, что провели это время вместе со мной.